Динамика развития отношений в каждой паре своя. Кто-то уже через месяц бежит в ЗАГС, а кому-то и пары лет не хватает. А сколько обычно времени надо для крепких отношений? Здесь важно вспомнить о том, что отношения, они развиваются всегда, абсолютно у всех по этапам. И эти этапы описаны уже наукой. И самый первый этап– это влюбленность. Когда мы влюбляемся в человека, у нас на него срабатывает химия тела, гормональный фон наш меняется. Мы, когда его видим, слышим, думаем о нем, о том, в кого мы влюблены, у нас вырабатываются определенные гормоны, приятные очень ощущения от этих гормонов, такого счастья, радости, восторга. Например, у нас вырабатывается гормон, нейромедиатор дофамин, и мы чувствуем такой прилив сил, окрыленное такое состояние, когда ты можешь идти в жизнь и добиваться всего, все делать. То есть это вот такое как предвкушение, например, какой-то долгожданной большой покупки. Вспомните, что мы чувствуем, когда мы, например, мечтали о новой машине, от какой-то определенной. И вот наша мечта уже сбывается. Мы знаем, что сегодня мы поедем в автосалон забирать именно эту машину нашей мечты. Вот представьте это состояние. Такого прям окрыления, и когда ты чувствуешь дополнительный ресурс, силы действовать, хочется, прям тело хочет действовать. Вот то же самое мы чувствуем и в этом этапе влюбленности, когда мы влюблены, вот примерно то же самое с нами происходит. И пока этот этап мы проживаем в отношениях, ни о какой крепости речи быть не может. Потому что мы немножко опьянены этими гормонами. И здесь отношения, может быть, и будут дальше крепкими, но мы в этот этап еще не можем этого понять. Поэтому, если кто-то хочет действительно посмотреть на свои отношения и как-то трезво оценить, а это вообще крепкий союз, то нужно дождаться или убедиться, да, что вот эта фаза влюбленности уже закончилась. Она считается, что длится обычно до 3 лет максимум. Это очень индивидуальный процесс, и у кого-то он может закончиться за 6 месяцев. То есть настолько по-разному функционируют наши тела, что непредсказуемо, сколько наше тело будет вот так вот вырабатывать вот эту химию на человека. Но обычно в диапазоне 3 лет вот этот этап влюбленности уже заканчивается, и наше тело перестает вырабатывать вот этот сумасшедший приятный коктейль на того, в кого мы влюблены. И дальше начинаются другие этапы развития отношений. И вот дальше уже можно смотреть на отношения с точки зрения, а крепкий ли мы союз, крепкие ли эти отношения. Здесь важно понимать, что такое крепкие отношения. Ну, мы сразу представляем себе, что это крепкое, это когда два, например, предмета рядом, и они ни один не отваливается от другого, они не расходятся. То есть это что-то крепко связанное. Например, мы крепко держимся за руки. И если кто-то как-то пошатнется, то второй его удержит. Да, это что-то такое крепкое. А от чего зависит эта крепкость? Как вы думаете в отношениях? Крепость зависит в отношениях от того, насколько и у одного партнера, и у второго есть навык не держаться крепко за другого. Вот это ошибочное может быть ощущение, потому что, к сожалению, люди действительно часто проживают отношения в состоянии такой созависимости, когда кажется, что если я крепко схвачусь за него, буду его все время держать на коротком поводке, то мы, наверное, тогда крепкий союз. И это неверно. Крепкие отношения тогда возможны, когда партнер, в идеале, конечно, оба, может слышать другого в моменты конфликтов. Когда люди конфликтуют, ведь тогда же может возникнуть вот этот импульс желания разойтись, и тогда крепость рушится, да, не крепко уже связаны, расстались. И вот в конфликты обычно расстаются, верно? И когда конфликт в паре, а конфликт это всегда
непонимание точки зрения другого, чувство, что тебя недооценили, чувство, что тебя где-то прижимают, прищемляют, от тебя что-то хотят того, на что ты не согласен. Вообще какая-то херня происходит. Вот примерно такие ощущения в конфликтах. Мы обычно злимся, не согласны. И вот если в этот момент тот, кто злится, не согласен, сохраняет внутри есть чувство интереса к позиции другого, интереса услышать его, попробовать его понять, что вообще на том конце происходит. Если сохраняется вот эта любознательность внутри, несмотря на то, что я как не согласна с тобой, и ты вообще меня сейчас бесишь, все равно в этот момент я сохраняю чувство вот такого интереса, любознательности. А что же на самом деле происходит в твоей голове, милый мой партнер, там, муж, мужчина, любимый, что ты такую хрень творишь по отношению ко мне? И вот если у партнеров есть по отношению друг к другу вот эта готовность услышать, увидеть, понять, объясни мне, что с тобой происходит. Если это есть, тогда отношения могут быть крепкими много лет. Но по ошибке, как я уже говорила в начале, очень часто люди думают, что крепкие отношения – это хвататься за другого, сжирать его, поглощать его, тянуть к себе, не отпускать его ходить к людям, будь только мой. Люди, к сожалению, по ошибке часто думают, что это так, а это признак созависимых отношений. Итого, резюмируем. Крепкие отношения – это когда оба партнера сохраняют внутри интерес понять во время конфликта, что происходит с тем вторым, почему мы не можем договориться. То есть готовность договариваться. Не уступать просто, не понимая, что происходит, потому что если партнер один от неумения договориться начинает просто дипломатично якобы уступать, подстраиваться, то он становится жертвой. Он себя задавливает и терпит какое-то время, а потом он взрывается или начинает предъявлять претензии, что же я такой вот терплю столько лет, там, не знаю, тебя, допустим, жена с твоими капризами. Это тоже путь в никуда. То есть вот здесь важно отделить вот это здоровое чувство интереса, любопытства к тому, что думает, чувствует другой в точках кризиса, конфликта, недоговоренности.